Привет подписчикам! Сегодня фильм «Искусство боя». 2006 год, иногда пишу 2005. Автор сценария Мин Дон Хён. Шин Хан Соль. Сам О Эль. Три человека. Режиссер Шин Хан Соль. В ролях Пэк Юн Щик, он играл наставника, и Че Хи. Бюджеты сбора я не нашла. Сюжет. Главный герой юноша, его зовут Пён Тхэ, из обычной школы был переведен отцом, вот я не совсем поняла, то ли в спецшколу какую-то, или что-то типа ПТУ, судя по станкам. Видимо, им давали профессию. Судя по его поведению, его везде обижали. Был он очень трусливым. И школьная шайка его постоянно избивала. И он как-то подружился с мужчиной с криминальным прошлым, Пхан Су его звали. Ходил за ним по пятам, умоляя научить его драться. Он где-то подсмотрел, как он лихо расправляется с бандитами. В конце концов мужчина сдался и стал обучать его. Но это обучение не было похожим на то, что я видела до сих пор в фильмах. Многочасовые пробежки, борьба в зале на матах, бесконечные броски, отжимания и все такое. Скорее, это были какие-то беседы с рекомендациями. И самое главное, почти все, кто умеет драться, говорят, что драки надо избегать. Иначе, если здоровью противника будет нанесен весомый вред в результате самообороны, то ты еще и будешь в ответе. К ним в класс был переведен ученик, с которым пан Пён Тхэ был ранее знаком. И тот заступился за него. Ну, там были какие-то разборки, за что главарь шайки в драке 1 на 1 забил его до смерти. После этого Пён Тхэ стал следить за каждым членом этой шайки, и когда кто-то из них оставался один, он его избивал. То есть, получается, он отомстил за друга. Но был еще конфликт между наставником Хан Су и более взрослыми бандитами. Наставник собирался уезжать в теплые края. Перед отъездом он пытается дозвониться юному подопечному, но не может. В это время его ученика избивают бандиты, выпытывая у него местонахождение наставника. Тот не заставил себя долго ждать, появился, всех вырубил, но главарь школьной банды сзади всадил ему в спину нож. Наставник вытащил сам у себя нож, избил маленького главаря и подсел к избитому Пён Тхэ, держа в руках окровавленный нож, шутя и прикасаясь лезвием к его лицу. Тут подъезжают копы, бросая нож, тот не бросает, раздается выстрел, это приехавший отец главного героя выстрелил в наставника. Но хэппи-энд, наставник остается в живых, в финале он с девушкой загорает на пляже. Теперь о моих впечатлениях. Когда я смотрю подобные фильмы, у меня всегда возникает вопрос, почему подросток или подростки не делятся своими проблемами с родителями? Ну, у нашего главного героя мать умерла, но есть отец. Почему он не интересовался следами побоев на лице сына? Он был не то копом, не то инспектором по делам несовершеннолетних, то есть по роду службы он мог бы наказать обидчиков сына. Хорошо, не хотел жаловаться отцу, но чужому дядьке плакался в жилетку. Почему чужой дядя стал ближе, чем родной отец? Для меня это всегда загадка. Потом, почему 10 человек набрасывается на одного? Это тоже неправильно. А главный герой даже не делает попытки дать сдачи, или я ничего не смыслю в уличной драке. Еще меня убил эпизод, когда главный герой подсматривает за избиением друга, который, собственно, и пострадал-то из-за того, что заступился за Пён Тхэ. Мог бы вызвать полицию, скорую помощь, дождаться окончания драки. Нет, он звонит, когда тот уже почти мертв. Вот уж воистину не делай добра, не наживешь зла. И еще хотелось бы упомянуть сцену из той же драки, когда главарь, избив друга главного героя до полусмерти, тот уже молит о пощаде, цинично схаркнул на землю и говорит: «Слизни этот харчок, и я оставлю тебя в живых». И тот собирается это сделать, но злодей сам останавливает его, как бы возмущаясь: «Ты что, мудак, сделаешь это?» Зачем нужна была эта сцена? Чтобы показать, что животный страх затмевает все? Гордость, честь? Но это еще можно понять. А злодею зачем это? Противник повержен, молит о пощаде, самолюбие удовлетворено. Нет, надо
еще больше унизить и растоптать. Не пойму никогда. Мне фильм показался правдивым, потому что сцены драк не были эффектными, что ли. Наверное, уличные драки такими и бывают, уродливые и страшные по своей жестокости. Нет выверенных точных ударов, нет бесконечных ударов ногами в прыжках. Я поймала себя на мысли, что мне жаль мужчин. Почему-то они должны быть бесконечно брутальными и готовыми совершать подвиги. А что делать с этим природным чувством страха, инстинктом самосохранения и нежеланием ставить ногу кому-то на грудь? Мне показалось, что фильм больше про драму, чем про боевое искусство. Да, собственно, и боевого искусства никакого нет. Скорее, даже пародия на боевое искусство. И я уже упоминала в обзоре на «Тот, кто меня слышит», что иногда сильный дух сильнее сильного тела. А еще актер, играющий друга, ну просто красавчик. И мне понравилось, что в финале, когда идут титры, актер, играющий погибшего друга, идет, улыбается и подмигивает. Типа ни один человек не пострадал, не надо сильно переживать, это всего лишь кино. На сегодня все, всем рекомендую фильм к просмотру. Всем пока.